Не знаю, наверное, это как-то проявилось еще давно, еще в далекие там студенческие времена. Ну, вообще, изначально первое проявление того, что не проявление, скажем, а влияние там, таких машин оказало на меня, наверное, батина машина. Это когда мне еще было года 3-4. Батя притащил из Штатов Pontiac Sunbird. То есть на то время это было вообще очень необычно. Среди москвичей и Жигулей Волк ездил Pontiac. И, наверное, все-таки какое-то первое влияние ну, какое-то первое такое впечатление на меня оказала именно, наверное, эта машина. Потому что потом я уже начал присматриваться, подрастя немного, я уже начал смотреть немножко по-другому на машины. Я уже знал, что такое спорткары, что такое американские маслы, что такое японские. В студенческие времена, наверное, это был самое такое знаменательное для меня время, когда я просто вдохновился, скажем, японскими автомобилями, когда мне в интернете приносили картинки из интернета на дискетах. Вот, и я потом дома смотрел их и просто офигевал и думал, ничего себе. То есть это были не только там тюнячие машины, но это были именно и японские спортивные машины. Это на то время на токийских автосалонах тех еще годов, начала 2000-х. Как сейчас помню, там это был GTR 34 Xanavi кольцевой. Вот. И вот это время для меня было таким самым, скажем, показательным, что ли, когда я вот это все впитал в себя, но на то время у меня не было возможности там купить такую машину, сделать, но вот это желание у меня всегда оставалось, и потом спустя время, просто когда я, скажем, заработал там на первую машину, то у меня вставал вопрос о какой-то семейной машине, вот, и я купил Mazda 6, она там только вышла, вот, покатаясь какое-то время на заводной, скажем, на обычной машине, мне это наскучило, естественно, хотелось что-то такое необычное, придать ей какой-то оригинальности, чего-то такого. Ну, на то время я понимал, что спорткар, конечно, из него не сделаешь, но все равно какие-то были такие позывы, что ли, вот. И сначала она мне претерпела такие небольшие гоночные изменения, а потом со временем, когда стало модно, когда только появлялось стенс направление, я больше углубился в него и сделал ту еще первую Мазду под стенс машину. Вот, и я обратил внимание на VIP-кары. Вот, и мне это тоже очень понравилось, но моя машина не подходила по платформе под VIP-кар, и я решил сделать что-то такое, что как бы по всем канонам бы соответствовало VIP-кару, но не было бы VIP-каром. То есть что-то такое свое, но в то же время как бы по общим канонам. Вот. И в итоге я вот пришел к той машине, которая у меня была, Mazda 6, сделанная под VIP-стайл, то есть по всем канонам, но не являющаяся как таковой платформой VIP-кара. Вот. Ну, получилось довольно-таки круто. Меня даже печатали в журналах, в британском журнале, вот, куча статей, американских, разных, вот. Там и стояла и пневма, это был 2012 год, когда еще вообще только по пальцам посчитать было, у кого стояли пневмы. Вот, то есть я это, скажем так, не то что прошел, но она была и на статике, и на пневме, вот. Ну, в общем, с ней я прям вот полностью поиздевался, как над стенс-проектом, вот. Ну, затем, когда у меня случились, скажем, изменения в жизни, я решил, что мне не нужна просто такая машина, седан не нужен, и как бы я все в нее вложил, она себя показала, она себя проявила, ее заметили, ее увидели, ну, то есть, как бы, не то, что она мне уже не стала неинтересна, а я все, что хотел от нее, я получил. И как раз-таки на то время у меня такие произошли изменения в жизни, что мне необходимо было как-то менять машину, менять жизнь. Вот. Ну, вот, собственно, я продал эту Мазду,
у меня были деньги и купил Z-ку. Как я пришел именно к Z-кам? Ну, во-первых, наверное, это все-таки какая-то семейная такая штука Z-ки, потому что моя сестра тоже, будучи помоложе, она водила Z-ку, только 350 вот. И я на то время только получил права, и тоже для меня это было прям вау. И, конечно же, ну, я там пару раз ее водил, но много мне она ее не давала, потому что я только получил права на то время. Но вот это вот тоже вот такой отпечаток и вот это вот влияние такое, все на меня, наверное, оказалось все-таки Z-ка, потому что, ну, я действительно полюбил эти машины, и она как вот я же говорю, как семейная такая, приходящая как бы так в поколение, из поколения в поколение, вот. И еще, наверное, такая немаловажная деталь, это то есть, когда у сестры была еще Z-ка, я нашел часы, оригинальные часы 350Z, которые были выполнены тем же самым дизайнером, который придумал 350Z. Они не выпускали часы лимитовые, 500 штук. Вот. Ну, в общем, эти часы упоминались все в Топ Гире, когда был выпуск про 350Z. Вот. Ну, в общем, я нашел эти часы и носил их. Вот. И меня все спрашивают, что это за часы у тебя. Я всем говорю, что это, это как бы часы, которые выпускались 350Z. Вот. Они были выполнены полностью в стилистике, такие минималистические. Вот. И меня все спрашивали, почему именно они. И я как бы говорил, что сначала часы, а потом машина. Ну, так получилось, да, что на момент, когда я выбирал машину, выбор был как бы велик. И была вот в продаже одна единственная Z. Ну, наверное, это все-таки какой-то знак, что я ее взял. И, естественно, сразу же для себя понял, какая это будет машина, в какой она будет выполнена стилистике. Вот. Я сразу понимал, что это не будет чистый стендскар, что это будет именно машина по всем японским традициям, таким, в японском, скажем, таком жанре, классическом. Вот. Что это будут диски, красивые функциональные диски, красивый функциональный обвес, салон со всеми делами. То есть, я понимал, что это не будет стендскар, потому что я не хотел стендскара. Из-за чего? Из-за того, что у этой машины довольно-таки неплохой потенциал, и просто сделать из нее стендскар, по-моему, немножко, не то что неуместно, но как бы я считаю это просто потери потенциала, скажем так. Вот. У меня была Mazda, где был 2-литровый мотор, где просто это все было очевидно, что, конечно, гонку там не сделаешь. Вот пневмо или стендскар из него получился офигенный. Но здесь сделать стендскар, во-первых, это довольно-таки дорого бы было все равно, и я считаю, это неуместно к этой машине. Ну и начал как бы делать, и изначально я понимал, что это будет за машина, для чего она будет сделана, и я ее делал с таким намеком, чтобы на ней еще можно было проехаться где-то там, скажем, на кольце, на треке, где-то еще. И, в принципе, все это получилось. Понятно, что я не имел никакого опыта в кольцевых там каких-то соревнованиях, там, гонках и все. Но, в принципе, все, что я ставил, в принципе, оно себя в какой-то мере проявило. Вот, и помогло в дальнейшем при тех же самых участиях в гонках. Ну, а что касается доработок мотора, в частности, потому что многие спрашивают, почему не ставишь турбокит, почему не поставишь турбокит. Я считаю, что в этой машине так достаточно лошадиных сил, достаточно мощности. Вот, и пока что мне хватает. Единственное, наверное, что я хотел бы, это все-таки его грамотно настроить, вот, но всему свое время, потому что все равно процесс каких-то небольших доработок, он никогда, наверное, не закончится, вот, и где-то все равно по чуть-чуть что-то там меняется, добавляется, вот, но могу сказать точно, что никаких компрессоров, никаких турбокитов здесь точно стоять не будет, потому что я не хочу отходить от границ этой машины, потому что эта машина изначально была выпущена как атмосферная машина, поэтому не хочу ее не турбовать, не ставить компрессор, ничего. Просто вот такая она, как она есть, так она и будет. Вот. Но единственное, что выжав из нее
как можно больше, вот, не в ущерб, конечно же, двигателю, вот, или самой машине. Вот. Поэтому, наверное, это все-таки будет финализируется, все доработки будут прошивкой, и все. Ну, мне и так достаточно, мне и так хватает ее мощности. Она мне доставляет кучу эмоций, кучу кайфа, иногда даже руки трясутся, потому что я довольно-таки редко ее вожу. Вот, поэтому ставить сюда еще что-то просто я не вижу смысла. Ну, вот на этом, наверное, все приостановится. По внешнему виду тоже машина, я считаю, что имеет свой вид. Ну, я добился того, что я хотел от нее, внешнего вида, такого именно, которого я видел. Вот. И будут небольшие еще доработки, это буквально там перекрас капота. Вот. И, наверное, все. Ну, может, небольшие детальки, какие-то акцентики. Вот. Но в целом внешний вид уже не будет подвергаться никаким большим изменениям, вот, потому что это вот именно то, чего я хотел от этой машины. Вот. И, конечно же, я не хочу сказать ничего или намекнуть, что вот все, если она готова, то я там ее буду продавать. Нет, наоборот. Весь этот процесс для меня занял довольно-таки долгое время. Ну, можно сказать, вот в течение 5 лет я все это делал. И, конечно же, много времени машина провела где-то там на сервисах, на станциях. Вот, поэтому сейчас, на данный момент, я хочу просто ездить и наслаждаться, и получать удовольствие от всего, от ее вида, от ее мотора, от ее звука, от всего, даже от катания, прежде всего от катания на ней, вот. Будь то соревнования, либо просто поездки по городу. Вот. Сейчас для меня важно именно это. То есть просто поездить на ней спокойно и получать удовольствие, получать кайф. Вот. Ну, наверное, все. Моя история такова. И, наверное, все.